Шокирующая новость. Солдаты Путина наступают в неожиданном направлении. Москва продолжает удары, но с оглядкой. Кого из американцев, кроме Трампа, боятся в Кремле? Очередной нож в спину. Крупный партнер Москвы готов отказаться от российской нефти. США купят у Украины оружие. Нет, это не оговорка. Поиск правды в интернете нельзя. Госдума готовит очередное наступление на свободу слова. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин продолжает бросать свою армию в наступление, но тысячи его бойцов двигаются в противоположном направлении. Масштабы дезертирства впечатляющие. Только в одной 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа сбежали почти 8 тысяч человек. Еще более 19 тысяч убиты или пропали без вести. Такие данные публикует проект «Хочу жить». Как говорят авторы, информация пришла через небезразличных к судьбе России россиян. Основой 41-й общевойсковой армии РФ являются мотострелковые бригады, комплектуемые в Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Хакасии, Алтайском крае и Тыве. Все эти подразделения продолжают погибать в районе города Покровск. Авторы «Хочу жить» также обращают внимание еще на один момент. Только за один день, 31 мая, то есть в разгар летнего наступления Путина, самовольно оставили часть 42 контрактника или почти полроты. За неделю таких набиралось уже 175 или около половины батальона. Что думаете об этом? Напишите в комментариях. Москва оригинально использует время, отведенное Трампом на заключение перемирия. Российские БПЛА в очередной раз атаковали Украину. 64 шахеда и дрона-имитатора были запущены российской армией. В основном удар пришелся на Днепропетровскую область. По данным местных властей и МВД, в результате атаки в Днепре погиб 1 человек, еще 5 получили ранения. Воздушные силы Украины сообщили, что удалось сбить 36 из 64 дронов, а 5 дронов-имитаторов были подавлены или просто потеряны. Однако 23 беспилотника все же пробились и ударили в 5 разных локациях области. Москва игнорирует ультиматум Трампа, но с опаской. По Киеву российская армия который день ударов не наносит. Секрет, скорее всего, в визите спецпосланника президента США. The Telegraph, кстати, называет Келлога наряду с госсекретарем Марко Рубио тем, кто оказал главное влияние на кардинальную смену отношения Трампа к войне России против Украины. Генерал Келлог провел череду встреч в Киеве, в том числе познакомился с возможностями вооруженных сил Украины. После этого Келлог сделал сенсационное заявление. Я своими глазами видел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников. В этой новой эпохе, типе войны, они лидируют. Их скорость инноваций и способность к восстановлению впечатляют. Наша оборонно-промышленная база должна принять этого внимания и адаптироваться. И президент Трамп заинтересован в их приобретении. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью порталу Newsmax. Мы многое производим самостоятельно, мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей. Существует много дронов, которые есть только у нас, и мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. А пока Вашингтон собирается закупать украинское оружие, в России отказываются от проведения крупнейшей военной выставки. Военно-технический форум «Армия», на котором 10 лет демонстрируется российское оружие, тихонько отменили, сообщил источник «Известий». Причины он не уточнил. Выставка должна была проходить в августе в парке «Патриот». Мероприятие не отменяли даже во время пандемии. Российские СМИ отмечают, главную выставку Минобороны отменили на фоне
фоне обвала экспорта российского оружия. В прошлом году он сократился почти вдвое по сравнению с 2022 годом. Доля страны на глобальном оружейном рынке сжалась до менее 8%. Но не сыграл ли главную роль в отмене форума «Армия» возможный непрошенный визит тех самых украинских дронов? Как думаете? Пишите в комментариях. Хваленые украинские беспилотники в очередной раз продемонстрировали себя в деле. Российские власти за ночь насчитали более 120 дронов над территорией России. Кроме приграничных областей, БПЛА прорвались в Подмосковье и Ленобласть. Беспилотники атаковали оборонные заводы в Воронеже и Тульской области. В Смоленской области атака пришлась на город Рославль, где расположен АО «720-й ремонтный завод средств обеспечения полетов Ростеха. Целью мог быть также Рославльский вагоноремонтный завод. Взрывы гремели в Щекино и Новомосковске Тульской области. Неделю назад тут были атакованы сразу 4 оборонных предприятия. Нас надули, обманули грубо. Как у нас в народе говорят, кинули просто. Возможно, где-то в Кремле уже звучит эта любимая фраза Владимира Путина. Очередной партнер готов всадить ятаган в спину и слить Москву. Индия готова к обещанным Трампом санкциям. Как пишет Рейтер, министр Хардип Сингх Пури намекнул, что его правительство легко обойдется без российской нефти. Я совершенно не беспокоюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. В первой половине 2025 года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая 35% всего импорта. Следом идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Но индийский министр обратил внимание, что на рынке черного золота появились такие крупные поставщики, как Гаяна, Бразилия, Канада. В феврале 2022 года, когда начался военный конфликт между Россией и Украиной, мы покупали, если я правильно помню, всего около 0,2% нашей нефти у Российской Федерации. Сегодня вы абсолютно правы, этот показатель значительно вырос, но в то же время за этот период Индия диверсифицировала источник поставок. Раньше мы покупали нефть примерно у 27 стран, а сейчас примерно у 40. Так что Дели в случае введения адских санкций Вашингтоном справится без российской нефти. А вот справится ли Путин без индийских денег? Что думаете? Пишите в комментариях. В России наносят новый удар по свободе в интернете. Госдума во втором чтении проголосовала за поправки, которые позволят штрафовать граждан за просмотр и прослушивание контента, признанного экстремистским. Штрафы за нарушение варьируются от 3 до 5 тысяч российских рублей. Причем наказание грозит не только за просмотр запрещенных видео на Ютубе, но и за намеренные его поиски. Поползли жуткие слухи о том, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут устанавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещенного контента. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, сын того самого актера, успокаивает: такого не будет. Речь о том, что уполномоченный орган будет фиксировать намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов. Список я обязательно опубликую. То есть перед заходом в поисковик россиянину нужно всего-то просмотреть список с 5,5 тысячами названий. Легко же. За поправку во втором чтении в четверг проголосовало подавляющее большинство, но 19 депутатов осмелились проголосовать против, а 20 воздержаться. По данным осведомленных источников Фаридейли, эта поправка была разработана в администрации президента, но пресс-секретарь Путина заявил, что не в курсе. Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. Вопрос только один: если рейтинги Путина такие высокие, чего в Кремле так боятся роликов в Ютубе? Как думаете? Напишите в комментариях. На аукционе Сотбис продали камень за сумму с 6 нулями. Неудивительно,
Но речь идет не о драгоценном камне. За ошеломительные 5 миллионов 300 тысяч долларов был продан самый крупный на планете обломок марсианского метеорита. Камень под кодовым названием NWA. Это настоящий космический гигант размером с 2 баскетбольных мяча и весом в 24,5 килограмма. Он был найден в Сахаре на территории Нигера 2 года назад. Как заявляют организаторы аукциона, камень привлек тысячи посетителей во время предпродажной выставки и спровоцировал 15-минутную битву ставок между онлайн и телефонными покупателями, прежде чем молоток опустился под аплодисменты. Около 5 миллионов лет назад астероид или комета врезался в Марс с такой силой, что обломки вылетели в космос. Пролетев миллионы лет, некоторые из них в конце концов приземлились и на Земле. Как давно прибыл на нашу планету этот камень, точно неизвестно, но ученые предполагают, что это произошло относительно недавно. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.